Итак, в прошлом видео мы остановились на том, что выехали из Сербии и заехали в Боснию. Здесь, среди гор, мы успели немного полюбоваться скромными деревеньками. Почти у всех на участках были большие стога сена и козочки с овечками. Кстати, хочу отметить качество дорог. На протяжении всего маршрута асфальт был просто потрясающий. Мы не увидели ни выбоин, ни заплаток. Серпантины ограждены забором или кустами и создают ощущение безопасности. А платная дорога с тоннелями безумно комфортная и быстрая. Думаю, сейчас вы уже догадываетесь, куда мы приехали. Да, это Черногория, а именно город Будва. Первым делом мы, конечно, пошли на пляж. Мы сегодня вышли из дома в 12, а сейчас уже 2 часа дня. Мы прошли по самому солнцепеку в гору ради одного маленького проводочка, который мы забыли в Сербии. И этот проводочек поможет нам избавиться от этого ужасного звука. Отныне звук будет только супер качественный. С помощью приспособлений. Да. Мики! Вкусовые ощущения. Очень сложно что-то здесь записывать, потому что хочется просто насладиться всем происходящим вокруг, не отвлекаясь на телефон, на видео, не думая о том, что же снять лучше, какой ракурс подобрать. Но я стараюсь. Мой сегодняшний улов. Очень много людей. После пляжа мы решили посмотреть на старый город в Которе. Температура на улице каждый день доходила до 40 градусов, поэтому делать что-то, кроме купания в море, было очень тяжело. Если Сербия — это страна собак, то Черногория определенно страна котов. Городок очень красивый. Здесь много кафе, сувенирных магазинов, толпы туристов. Ну, в общем, все так же, как и в старом городе в Будве. Мне очень хочется что-то вам про него рассказать, но все, что мне запомнилось, это жуткая жара, от которой хотелось спрятаться. Вообще, мне кажется, было бы здорово устроить тур по старым городам Черногории, только в другое время года. Здесь мост, который можно поднять, и будет невозможно пройти. В общем, мы зажарились, потому что на улице 34 градуса, и мы хотим искупаться в море, поэтому, Котор, извини, в другой раз. Мы провели на море несколько часов, а потом отправились на поиски самого красивого заката.
Я такой красоты еще никогда в жизни не видела. Это просто бесподобно. В нашем номере нас тоже ждал прекрасный закат. Мы успели запрыгнуть последними. Я утопила свой телефон в морской воде, поэтому перестал работать разъем для зарядки. Я могу только заряжать, только через сутки зарядился мой телефон, но я не могу подключить свои новые микрофоны. Это так обидно, я в растерянности, честно. Приедем в Сербию, отнесу телефон в ремонт. Но я могу снимать, поэтому это видео получилось. Мы заехали купить мороженое, какую-то очень дорогую Марину. В этот день у нас был план поехать в Герцег-Нове, но в Которе была ужасная пробка, поэтому мы развернулись, взяли по мороженому и да, мы поехали загорать и плавать. Вова снимает обзор на заставу на фоне крепости. Кто-то просил снимать больше про машины. Вот, пожалуйста. Мы сегодня приехали в Герцег-Нове. Смотрим, что здесь интересного. Нас сразу же встречает памятник основателю города, королю Стефану Твардко I. Идем по вертикальной лестнице. За 4 евро, между прочим. Каждого. Ужас. За каждого. Считается, что крепость Форт Маре заложили в XIV веке. В 1482 году крепость и весь город Герцег-Нове перешли под управление Османской империи. В то время крепость называлась Якакула, что означает «мощная крепость». Но оказалась она не такой уж и мощной. Турки уступили эту крепость испанцам на 9 месяцев, а в 1687 году весь город отбили у турков венецианцы. Именно они и дали название крепости Форт Маре, что в переводе с итальянского означает «морской форт». Довольно симпатичная крепость. Если будете здесь ходить, обязательно. Вход стоит 4 евро. Мне кажется, это неплохо.
Но если не хочется платить 4 евро, то можно пойти в старый город, потому что вот крепость, а вот мы уже наверху старого города, и тут тоже классный вид. Город Херцег-Нови был основан в 1382 году, и назывался он Свете Стефан. Да-да, так же, как знаменитый остров Будве. Но в 1448 он был переименован в Херцег-Нови в честь нового правителя. Здесь старый городок немного меньше, чем в Будве или в Которе, но он безумно уютный. Здесь столько зелени и не так много народу. Это памятник единственному трубочисту города. Это он в натуральную величину. Нам этот городок очень понравился. На один день, мне кажется, это идеальное приключение. Мы рекомендуем. Сейчас 5:30. И мы встали так рано, чтобы пойти в пустую Будву погулять. Надеюсь, там реально никого не будет, потому что днем там толпы людей. Старый город Будвы – одно из древнейших поселений на берегу Адриатического моря. Здесь живут люди уже больше 2500 лет. Это самая старая христианская церковь в Будве. Основана аж в 7 веке. Так давно. До сих пор стоит и имеет вот такую высокую колокольню. Узкие улочки между старинных домов напоминают декорации или кукольный домик. Это очень здорово. Сейчас уже 8 утра, и старый город полон людей, поэтому приходите лучше к 7 или идеально к 6. Как в мире дикой природы. Смотрите, это лежбище русских айтишников. Они находятся в естественной среде обитания за границей. Давайте подойдем поближе и посмотрим, чем они занимаются. Я вижу, вон тот пишет на C++. Как очаровательна дикая природа. В общем, прошло минут 10. Кажется, каяки — это не мое. Нас постоянно крутит, и
получается все время плыть прямо. То надо выравниваться с левой стороны, то с правой. Короче, по-моему, сапы гораздо проще, чем каяки. На самом деле потом все было нормально, мы поменялись местами, и я поняла, в чем же секрет. Когда ты сидишь сзади, ты управляешь каяком полностью, но когда ты сидишь впереди, ты просто корректируешь его направление, поэтому грести сильно не нужно. Если вы окажетесь в Будве, я вам очень рекомендую прокатиться либо на сапах, либо на каяках. Это абсолютно другие впечатления, вы увидите город с воды, искупаетесь в прикольных заливах, где никого нет, и посмотрите на красивые горы. И это был наш последний вечер в городе Будва. Мы приехали в парк Дурмитор и идем на Черное озеро. Микки! Микки! Черное озеро – это высокогорное ледниковое озеро. Называется оно так, потому что из-за тени от высоких гор вода действительно кажется черного цвета. Сюда интересно приехать на целый день. Здесь можно поплавать на лодке, пройти пеший маршрут вокруг озер. Да, их тут два – малое и большое. Сходить в ледяную пещеру, подняться на самую высокую вершину Черногории – Боботов Кук. Но самое главное, не забудьте для этого удобную обувь, потому что мы совершили ошибку. Браво! Вопрос. Как в бутылке запихнули грушу целую? Для меня вообще загадка. Вова тоже не знает. Есть предположение, Какое? что когда грушка маленькая, она уже растет в бутылке. Да ладно, не может быть. Она спелая прям. В общем, напишите в комментариях. Так как у нас не было с собой обуви для трекинга, мы отправились посмотреть на еще одну достопримечательность – на мост Джурджевича. Там можно прокатиться по зиплайну, а еще там есть сплав по реке, называется рафтинг. И на этом наше путешествие окончилось. В следующей серии мы возьмем интервью наших мам, и они поделятся своими впечатлениями о поездке. А пока мы проводим их на самолет и пожелаем мягкой посадки.